Классические туристические маршруты комфортны и безопасны, но на нашей огромной планете есть невероятно красивые места, которые могут изрядно пощекотать нервы даже бывалым. Сюда приезжают и смельчаки, желающие доказать себе и миру собственное бесстрашие, и слабые духом люди, но мечтающие избавиться от внутренней неуверенности. Если вы один из таких, то наш рассказ придется вам по душе. Представляем вам некоторые экстремальные места нашей необъятной и очень красивой планеты. Хуашань – священная для китайцев гора, в переводе означает «цветочная». На ее вершине открываются захватывающие дух пейзажи. Добраться до панорамной площадки можно двумя путями – безопасно на фуникулере или экстремально и незабываемо пешком по тропе смерти. В одном из прошлых роликов мы рассказывали о дороге смерти в Боливии, где из года в год гибнут люди. Тропа смерти в Китае не такая смертоносная, но несчастные случаи все-таки происходят. Бесподобные скалистые пейзажи, монастыри, пагоды, храмы, пещеры, очень крутые подъемы к вершинам, узкие тропы и подвесные мосты – это то, что делает гору одной из красивейших и опаснейших в Поднебесной. В наиболее опасных местах сделаны каменные ступеньки, расширены некоторые тропы. Несмотря на меры безопасности, у многих не хватает смелости пройти самый опасный участок на высоте 2 километров. Туристы-экстремалы поднимаются в ночное время, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке. Счастливые влюбленные оставляют на покоренной горе блестящие замочки и красные ленточки. Идя тропой смерти, ощущения шаг за шагом меняются от панического страха, желания вернуться назад до восхитительной эйфории победы. И в дополнение прекрасные местные пейзажи и неповторимый рассвет на вершине горы. Самым опасным среди действующих мостов является висячий мост Хусаини, соединяющий берега озера Барит в Верхней Хунзе на севере Пакистана. В этих краях подобные мосты являются основными дорогами через горные перевалы. Он построен из веревок и дерева. Рядом висят остатки предыдущего моста, смытого муссонами. Действующий мост очень длинный, раскачивается под порывами ветра, находится в плохом состоянии, между досками огромные пробелы. Трагические случаи на мосту не редкость, но ремонтом все равно никто не занимается. Тем не менее, один из самых страшных подвесных мостов в мире продолжает привлекать туристов-экстремалов и просто любителей пощекотать себе нервы. Sky Tower, самая высокая башня южного полушария и Новой Зеландии, построена в конце прошлого века в центре Окленда. Высота ее 330 метров. Телебашня способна выдержать порывы ветра до 55 метров в секунду и подземные толчки до 8 баллов. 3 лифта со скоростью 85 км в час за 40 секунд доставят на самый верхний уровень на высоту 220 метров, где находится небесная палуба, выше которой только небо и шпиль телебашни. На высоте 192 метров расположена главная смотровая площадка, сделанная из прочного прозрачного стекла. Самые отчаянные могут пройти по плоской наружной панели, конечно же с надежной страховкой и опытным инструктором. Смотровые площадки медленно вращаются вокруг оси башни, что позволяет увидеть все окрестности в радиусе до 80 километров. Если экстрима не хватило, можно совершить прыжок на тросе с высоты 192 метров со скоростью 80 км в час, время полета 10-12 секунд. Еще одна смотровая площадка находится в антенной части телебашни на высоте 300 метров, и попасть туда можно только в составе экскурсии. Ежегодно до 500 тысяч туристов поднимаются на Sky Tower полюбоваться пейзажами Окленда и провести незабываемый романтичный вечер в одном из ресторанов. Самое красивое впечатление остается от башни в вечернее и ночное время, благодаря яркой подсветке. В новогоднюю ночь с башни запускают фейерверк. Язык тролля – это каменный выступ на горе Сьедаль. Некогда от горы откололся громадный кусок скальной породы и завис в горизонтальном положении на высоте 350 метров. По форме выступ напоминает язык, что и дало такое причудливое название. Сейчас под скалой находится искусственное озеро. Раньше на каменный выступ путешественников доставлял подъемник, но с 2010 года желающим добраться до заманчивой скалы приходится пешком преодолевать путь в 12 километров. Язык тролля – ошеломляющее место.
Самые смелые, желающие бросить вызов судьбе, встают на самом краю скалы. Это ничем не оправданный смертельный трюк, так как никто не гарантирует, что эта плита не рухнет в один прекрасный день. Шаг в пропасть – это стеклянная смотровая кабинка, висящая в воздухе на стальном каркасе на вершине горы Игюи-дю-Миди в горном массиве Монблан во французских Альпах. Открыта была в 2013 году. Любители пощекотать себе нервы могут совершить шаг в пропасть, но прежде нужно обуть специальные тапочки, не портящие стеклянный пол смотровой кабины. Прозрачные стены, пол и потолок в полной мере передадут ощущение парения в воздухе на высоте 3842 метров. Стеклянный куб может противостоять порывам ветра скоростью более 220 км в час и перепадам температуры в 60 градусов. На вершину Игюи-дю-Миди ведет канатная дорога. Там, кроме смотровой площадки, есть кафе и сувенирный магазин. Это самый экстремальный туристический аттракцион. Бассейн Дьявола – это естественный водоем, расположенный на краю всем известного водопада Виктория. Водопад находится на середине течения реки Замбези в Южной Африке. Он имеет ширину около 1800 метров и высоту 108 метров. В сезон засухи с сентября по декабрь, когда уровень воды в реке падает, можно поплавать в бассейне Дьявола и не сорваться в бушующие воды водопада, чему препятствует специальный скальный выступ. Самостоятельно в бассейн Дьявола лучше не заходить. Там есть специальные проводники, которые подскажут, как правильно войти в водоем и за что придержаться, чтобы прилечь на край и любоваться мощью и красотой водопада. Каждый год к Виктории стремится множество туристов, ведь это самый крупный и величественный водопад на всей планете. И, конечно, нельзя упустить возможность окунуться в уникальный бассейн Дьявола, созданный исключительно природой. Кьорах-Болтон или камень горошина – это огромный камень, удивительное природное архитектурное творение, который застрял на высоте 984 метров между двух скал на плато Кьорах над Люсефьордом в Норвегии. Туристы поднимаются на Кьорах полюбоваться красивейшими видами фьорда и чтобы пощекотать нервы, стоя на камне горошине над пропастью почти в 1000 метров. К камню ведет удобная тропа с перилами-цепями, но подниматься по ней придется несколько часов. Зато в конце небывалые зрелищные пейзажи фьорда и несколько секунд ощущения себя птицей, парящей над огромной пропастью. Находятся смельчаки, которые на камне вытворяют головокружительные трюки без всякой страховки. За всю его историю не было ни одного несчастного случая. Камень горошина – туристическая достопримечательность Норвегии. На 8 километров вдоль побережья Атлантического океана в графстве Клэр в Ирландии протянулись скалы или утесы Махер, а еще их называют утесы безумия. Гряда отвесных скал считается одной из природных жемчужин Ирландии. Потрясающий вид, который открывается со скал, ежегодно привлекает до 1 миллиона туристов. На утесах в феврале 2007 года был открыт экологически чистый, выглядящий как холм, покрытый травой, комплекс для туристов. Но не все выбирают спокойный и безопасный отдых. Лучшие велосипедисты мира съезжаются сюда в погоне за суперадреналиновыми ощущениями. На высоте 120-215 метров над уровнем моря вдоль скал пролегает неофициальный велосипедный маршрут. Отчаянных туристов не останавливает ни узость тропы, ни трещины больше метра шириной, ни сильный ветер или проливной дождь, которые могут начаться в любой момент. Тропа является неофициальным маршрутом, поэтому не контролируется властями. В 2004 году для проведения электромонтажных работ около ледника в швейцарских Альпах над озером Трифт на высоте 100 метров был построен подвесной мост длиной 170 метров и шириной 100 сантиметров. В 2009 году мост был модернизирован, в результате чего получилась очень надежная и устойчивая конструкция и открыт для свободного посещения. По заверениям строителей, мост абсолютно безопасен. Он может выдержать до 500 тонн снега и порывы ветра до 200 км в час. В ясную погоду с моста открывается прекрасный вид на Альпы. Мост Трифт – самый страшный и высокий в Европе подвесной мост. Он находится на горе Тетлис в Альпах на высоте более 3000 метров и пользуется огромной популярностью у туристов.
Королевская тропа длиной 3 километра и шириной 1 метр расположена на высоте 300 метров между двумя водопадами в ущелье Эль-Чорро в Испании. Она была построена в 1905 году как вспомогательный путь для рабочих, строящих плотину с одной стены каньона на другую. Король Испании Альфонсо XIII, чтобы посетить церемонию открытия плотины, прошел по ней, после чего закрепилось название «Тропинка короля». С тех пор дорога не ремонтировалась и до последнего времени находилась в очень плохом состоянии. Для туристов этот путь официально был закрыт, но настоящим экстремалам это только добавляло азарта. С помощью страховочного оборудования они проходили самые опасные участки. Без трагедий не обходилось. В 2006 году дорогу закрыли на реконструкцию. 26 марта 2015 года обновленная тропинка короля была открыта вновь и занесена в список лучших новых достопримечательностей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.